песня. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Все. Все. Я вообще не совсем понимаю, как можно описывать чувства в словах, но я вижу всю природу, все, что находится вокруг меня, пронизанным каким-то чувственным разумом. Я не знаю, как это воспринимается с другой стороны экрана, но все живое, все разумное, все пропитано чувственной энергией, и оно прям все в этом. И единственное, что я напрямую осознаю в этот момент, это так вот она жизнь, и вот оно прямое восприятие. И это настолько прямо, это прямее, нежели я вот так вот руку вытяну. То есть такая насыщенность всего, что такую жизнь никто не променяет ни на что. Поскольку расширяются твои границы твоего восприятия, то ты постоянно ощущаешь жизнь новой. Она в каждый момент новая, в каждый момент очень яркая. Ты наслаждаешься тем, что она просто проходит, что она есть, да. Ты можешь что-то делать, можешь ничего не делать, тебе все равно хорошо. Ты делаешь, потому что так просто, более увлекательно, интересно как-то, да. Внешние события, все в принципе такое же осталось. У тебя ничего не появилось, ни куча денег, ни экстрасенсом не стал. Нет, это не о том. Ты как бы живешь в этом моменте сейчас. То есть, если я сейчас стою в лесу, я слышу пение птиц, туда я в этот момент стою, просто слушаю, как поют птицы. Если что-то возникает, любая, в принципе, ситуация, то она есть ровно тот момент, который она есть. И у тебя на нее идет чистая реакция. То есть ты не боишься, что что-то произойдет. Если так случится, то ты на это отреагируешь, и все. Ты отреагировал и забыл. Ты дальше не переживаешь и не обдумываешь об этой ситуации. Ты по-другому видишь предметы, ты по-другому ощущаешь все пространство. Да? Ты познаешь то, что ты видишь, и ты знакомишься немножко как... знаешь, наверное, похоже, когда ты видишь человека впервые, и ты с ним знакомишься. Тебе все интересно, как он говорит, как он выражает свои эмоции, как мимика у него какая. Здесь то же самое. То есть ты познаешь все, что происходит, уже с нового восприятия. Говоря о пробуждении, я подразумеваю, что это когда происходит это открытие своей настоящей природы. То есть это не просто нахождение в моменте, осознавание. Я здесь, я чувствую все это, да, вижу. А в тот момент пробуждения открывается именно природа. Кто мы есть, кто я есть. И эта природа, она показывает сам момент, что мы просыпаемся, что я просыпаюсь от ума. Потому что в этот момент, да, у меня происходит, я живу в своей голове, да, в своей представлении о жизни и себе. Какое-то представление. Я считаю себя за него. А когда происходит раскрытие этой природы, я вижу, что на самом деле я есть. Вот оно. И там все вопросы исчезают. Нет необходимости даже сравнивать, а то ли я чувствую, другой человек это чувствует или нет. Нет необходимости, все сомнения, вопросы уходят просто. Я просто знаю, оно так. И все. Мне кажется, про пробуждение очень много разных концепций. И что бы я вам сейчас не сказала, это будет очередная концепция. Да, я согласна с тем, что есть легкость, что есть такие простые совершенно вещи, но которые, к сожалению, когда ты в уме, так это называется во всяком случае, они тебе недоступны. Это простота всего, что не происходит. Любой человек, который с тобой вступает в коммуникацию, ты просто раз и сразу с ним, ты его чувствуешь, видишь. У тебя нету каких-то представлений о том, как бы должна проходить эта встреча, что он скажет, что я скажу. Просто все как происходит, и это самый идеальный вариант, лучше нет. Тебе кажется, что он такой-то, такой-то, ситуация такая-то, такая-то. Это все происходит из анализа, из оценки, из выстроения какого-то алгоритма. Но из прошлого жизненного опыта, а здесь такого нет. Ты в моменте прямо здесь и прямо сейчас. И человек, он для себя такой, какой он есть, прямо здесь и прямо сейчас. Это так легко, это так естественно.
Нету этой оценки постоянной событий, нету анализа, нету бесконечных этих представлений о том, каким должен быть человек, какое-то событие или ты. После пробуждения ты видишь, как оно все есть, и вот оно ровно так, как есть, так и нужно. Все ситуации, все люди, все вообще вокруг. Оно дает все. И такого получить только в мире форм невозможно. Как бы ни складывались жизненные ситуации классно, как вам кажется, они и тысячной доли не могут дать то, что вы можете получить в этой глубине. Этого поля, или атмана, или абсолюта, или Бога, или Дао, неважно, как называть. Вот о чем речь идет. Знаешь, первые ощущения, оказывается, все так легко. Вот я все время, всю жизнь себе все усложняла. Все трудно, все плохо, всего надо добиваться через какие-то усилия, все время какие-то страдания. А тут ты понимаешь, что все просто и легко, и не надо страдать, и не надо мучиться, и не надо там добиваться счастья какого-то, оно просто есть. То есть у меня раньше был такой момент, что если я чувствовала себя счастливой, у меня было чувство вины при этом. Я не знаю, откуда это взялось. Но мне казалось, что счастье нужно заслужить, что нельзя просто так быть счастливым. А тут я понимаю, что счастье есть, любовь есть, вот она во всем. Я ее вижу, я ее чувствую, и мне не нужно для этого ничего. Не имеет значения, кто я, что я делаю, там, с кем я общаюсь, это вообще не имеет значения. Все, что тебе нужно, у тебя все есть в этот момент. Но ты сам себе придумываешь проблемы, даже которые их вообще просто нету. В любой момент ты можешь жить и радоваться, все. А люди, они так не делают. Они вот себе выдумывают всякую фигню. Это похоже, например, вот как, допустим, я там стою в лесу, и я думаю, ой, как бы здорово, я бы сейчас лежала там на пляже. То есть я как бы свою какую-то фантазию включила, я сейчас не в лесу, а думаю, как хорошо на пляже. А когда ты пробужден, у тебя чистое восприятие, вот я в лесу, и мне просто хорошо, мне просто, даже не хорошо, мне просто, вот. То второй еще момент, когда ты не думаешь о пляже, ты находишься в лесу и думаешь вот о деревьях, о траве. То есть ты тоже их не видишь, а у тебя, опять же, ты вот в этой фантазии какой-то выдуманной. И когда ты не пробужден, то ты всегда в выдуманной вот этой вот фантазии. То есть ты не в реальности. И это как фантазия у тебя может быть очень хорошая там и сладкая, там грезишь, либо это что-то там ты перемалываешь, пережевываешь свои вот эти вот дела насущные, которые уже давно прошли, забыл и все. Кто там что сказал, что там было, что там будет, а что там допланировать. Вот что происходит. То есть мы вот в этой реальности не находимся. Все мое внимание на 1000% именно в действии или в намерении максимально вот здесь и сейчас. И полностью ушел страх, полностью ушли все сомнения. Во-первых, это ничего не надо делать. Если всегда мне приходилось, вот я есть, вот я присутствую, хоп, опять я есть, хоп, опять я есть, и мы все так, в общем-то, тренируемся постоянно. Но здесь ничего не надо делать, оно просто есть всегда. Что бы ты ни делал, мысли могут проноситься, но ты не теряешь при этом никакого самоощущения себя вот в этом. И это не просто более глубокий настоящий момент, как у меня когда-то было при таком первичном опыте пробуждения, который был и прошел когда-то, а это перенеслось даже на сон. То есть ты даже когда спишь, ты все равно остаешься в каком-то таком сознании, что ты воспринимаешь, что с тобой происходит. Но это наложило определенный интересный момент, потому что когда едешь, например, в транспорте по ночам и слышно музыку всю ночь, ты слышишь музыку постоянно, видишь сон, то есть такой поверхностный получается. Но это очень интересное состояние более глубокой бдительности, потому что ты встаешь прекрасно с утра, нет вот этого перехода контрастного, когда тебя вырубает, как бы, да, и ты потом так приходишь в себя, еле разлепляя глаза. То есть мгновенно это происходит, как будто ты и не ложился спать, то есть как будто ты и не спал, но при этом ты абсолютно отдохнувший. И, в общем-то, и надо сказать, что на сон тоже меньше времени требуется. В состоянии вот именно наполненности, силы, ты понимаешь, ты чувствуешь вот эту силу, мощь вот этого вот поля, источника. Он самодостаточен, в нем все есть, все, что мы, все краски, которые мы проживаем, все эмоции, которые мы проживаем, это все оттуда.
страдания отвалились. Некому страдать стало. То есть вот это вот то, что приносило дискомфорт в жизнь, да, ну вот ум, да, его называют там, мне он как вот энергия, я увидел, да. Оно вот и сейчас, вот в данный момент, оно просто осознается. Я его созерцаю. И все, ну как бы, соответственно, я не он. Но он как бы мной не владеет, и там нет страданий. Большее затихание умственной деятельности и переживание чувственного происходящего. Жизнь, ну, такого наполненного жизнью, наполненного любовью, объемное такое происходящее. Я столкнулась с тем, что описать это невозможно. То, что происходит сейчас, это проживание. В словах это невозможно выделить. И я пыталась это описать. Невозможно. Поэтому это объем. Это объем. Я не могу сказать, что мысли не бывают, они бывают. Особенно, когда надо что-то обдумать. Например, какую-то встречу. То это, конечно, это естественная необходимость. Мыслительный поток, он не является хаотическим и вовлекающим, прям вот ушла. Нет, такого нет. Вот. А так, что если к чему-то надо подготовиться, то я это делаю. Но комфортнее быть в неопределенности. И я не могу даже характеризовать, потому что все происходящее идеально. Значит, так есть и так необходимо. Понимаешь, что такое настоящий момент? Вот так для меня сейчас стало. Я рада этому. Вы ничего не потеряете в мире форм, ребят. Вам предлагается другое качество восприятия этих форм. Вот внешне моя жизнь никак не поменялась, да? Внешне я такая же и так же живу, и ничего в принципе не изменилось. Но внутренне изменилось все. Очень четко видишь, что ум твой – это не ты. Ты используешь его как инструмент, но он не владеет тобой. Ты его осознаешь.